Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим краффины с начинкой, эффектную выпечку с нежной слоистой структурой. Они получаются невероятно пышными, ароматными и очень-очень вкусными. Рецепт подойдет даже начинающим, все объясню пошагово. Обязательно приготовьте, такая выпечка станет хитом на вашем столе. Первым делом приготовим опару. В небольшую удобную емкость раскрошим 24 грамма живых прессованных дрожжей. Можно заменить на 8 граммов сухих активных. Выливаем 125 граммов молока и перемешиваем, чтобы дрожжи разошлись в молоке. Температура молока примерно 35 градусов. Добавляем 40 граммов пшеничной муки и снова хорошо перемешиваем. Ничего страшного, если в опаре остались небольшие комочки муки, которые не разошлись, они потом все разойдутся. Накрываем пленкой и убираем на 20 минут в теплое место без сквозняков. Опара должна чуть подняться и запениться. Когда это произошло, начинаем готовить тесто. В дежу миксера помещаем 2 яйца чистым весом приблизительно 110 граммов, 1 желток около 40 граммов, высыпаем 100 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, щепотку соли и сразу же начинаем перемешивать. Если оставить сахар на яйцах, то желток начнет от сахара сворачиваться и в тесте останутся крупинки желтка, которые так и не разойдутся. Взбивать здесь до пышности ничего не нужно, перемешиваем буквально до объединения и растворения большей части сахара. В яично-сахарную смесь добавляем подошедшую опару и продолжаем перемешивать. 370 граммов пшеничной муки высшего сорта соединяем с 1/3 чайной ложки куркумы для цвета и перемешиваем. Для идеального результата лучше использовать муку с содержанием белка 12-13 граммов на 100 граммов. Как вариант, слабую муку можно усилить добавлением сухой клейковины. Высыпаем муку, меняем насадку на крюк и замешиваем тесто. Начинаем с минимальной скорости, чтобы мука не разлетелась, а затем можно немного увеличить. Сразу всю муку не высыпайте, оставьте граммов 40-50 про запас. Так проще добиться нужной консистенции, так как мука разная. Тесто должно быть мягким, эластичным и слегка липковатым. Когда сухие и жидкие ингредиенты объединились, начинаем понемногу добавлять 60 граммов размягченного сливочного масла комнатной температуры, предварительно порезанного на небольшие кубики. Каждую следующую порцию добавляем после того, как предыдущая полностью вмешалась. После того, как добавили все масло, продолжаем перемешивать ровно 15 минут. Тесто станет гладким, эластичным, слегка липковатым, но ни в коем случае не забитым. Чтобы тесто не липло, просто слегка смазываем руки растительным маслом. Тесто округляем, емкость тоже немного смазываем маслом и укладываем тесто. Накрываем пищевой пленкой и убираем на расстойку в теплое место без сквозняков на 2 часа. Можно поставить дежу с тестом в выключенную духовку, а рядом разместить емкости с горячей водой. В таких условиях тесто хорошо поднимется. Приготовим вкуснейшую начинку для краффинов. Начинки из данного количества ингредиентов хватит на 2 краффина. Если вы хотите сделать все 4 краффина с такой начинкой, то нужно увеличить количество ингредиентов в 2 раза. Измельчаем 70 граммов грецких орехов при помощи измельчителя. Но не в муку и не в пасту, а чтобы чувствовались кусочки. Орехи нужно обязательно заранее обжарить, иначе будет не так вкусно и ароматно. Далее измельчаем 70 граммов изюма и 40 граммов сахара. Если у вас изюм твердый, то его нужно предварительно залить кипятком. На 5-10 минут буквально до размягчения. Но не дольше, иначе уйдет весь вкус и сладость. К измельченным орехам и изюму добавляем апельсиновую цедру. Снимаем только желтую часть, не затрагивая белую, которая горчит. И если вы сняли цедру заранее, то обязательно накройте ее пищевой пленкой, чтобы аромат не выветривался. Добавляем 30 граммов сливочного масла, оно должно быть размягченным. Достаньте его из холодильника заранее. Чтобы оно быстрее смягчилось, можно порезать на небольшие кубики. И теперь все тщательно перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов. И в результате вот такая очень вкусная и ароматная начинка у нас получилась. По желанию сюда можно добавить какой-нибудь крепкий ароматный алкоголь, ром, коньяк или ликер. У меня прошло 2 часа, тесто подошло и хорошо увеличилось в объеме. Теперь его нужно взвесить и разделить на 4 равные части. Каждый кусочек теста округляем и укладываем на блюдо или доску, тоже слегка смазанные растительным маслом.
Один кусочек теста оставляем, с ним будем работать сразу, а остальные обязательно накрываем пищевой пленкой, чтобы они не подсыхали, и отставляем пока в сторону. Раскатываем первый кусочек теста в очень тонкий пласт и тонким слоем распределяем половину подготовленной начинки, отступая от краев приблизительно 2 см. Удобно распределять вот такой палеткой. Если начинка очень плохо распределяется, то можно добавить немного апельсинового сока или ликера, буквально столовую ложку. Теперь скручиваем все в плотный рулет и защипываем края. Важно скрутить достаточно туго, чтобы слои хорошо держались. Берем шпатель или нож и аккуратно разрезаем рулет вдоль по всей длине, но не доходим до конца, примерно 3-4 см. Оставляем такой небольшой мостик. Каждую половинку скручиваем в улитку. Скручиваем достаточно плотно, чтобы спираль держала форму. И в результате получаем вот такие две спирали, соединенные общим концом. Этот соединительный мостик прячем в середину и накрываем второй улиткой. Получается многослойная конструкция, где слои теста с начинкой видны снаружи. Получившуюся заготовку аккуратно помещаем в бумажную формочку для куличей. У меня форма диаметром 9 см и высотой тоже 9 см. Заготовка в результате должна занимать не больше половины высоты формы. Так у нее будет место для подъема при расстойке и выпечке. Повторяем то же самое со вторым кусочком теста и оставшейся начинкой с орехами и изюмом. И мы приготовили 2 краффина с первой начинкой. И теперь займемся оставшимися 2 краффинами. Для них приготовим вторую начинку. Подтапливаем сливочное масло в микроволновке, но только слегка. Не до жидкого состояния, а только до размягчения. Масло должно быть податливым, легко намазываться, но не стекать. Также раскатываем следующий кусочек теста в тонкий пласт, смазываем его размягченным сливочным маслом при помощи кисточки, отступая от краев примерно 2 см. Посыпаем смесью сахара и корицы. На 40 граммов сахара я взяла 1 чайную ложку корицы. По желанию можно использовать коричневый сахар, он даст карамельные нотки. Скручиваем пласт в рулет и защипываем края. Точно так же разрезаем вдоль, не доходя до конца 3-4 см. Сворачиваем спиралью и укладываем в формочку. И то же самое проделываем с последним кусочком теста. И вот такие заготовки получились в результате. Оставляем их на расстойку на 20 минут, а за это время хорошо разогреваем духовку до 180 градусов. Краффины подошли и увеличились в объеме. Отправляем их выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 25 минут. Режим выпечки вверх-вниз я выпекаю без конвекции на уровне чуть ниже среднего. Все духовки разные, поэтому обязательно смотрите на особенности конкретно вашей духовки. И при необходимости скорректируйте температуру и время выпечки. Готовность проверяем шпажкой, она должна выходить сухой. Готовим сироп для пропитки краффинов. В ковшике соединяем 40 граммов воды и 40 граммов сахара. Ставим на плиту и доводим до кипения и полного растворения крупинок сахара. Достаем готовые краффины из духовки и сразу же пропитываем сиропом, пока они горячие. И вот они, наши красавцы-краффины, готовы. Пышные, ароматные, с аппетитными слоями, которые так и манят откусить кусочек. Такие краффины станут звездой любого чаепития, порадуют гостей и согреют домашним уютом. Краффины желательно съедать в первые 2-3 дня. Тогда они максимально свежие и ароматные. Но если нужно сохранить дольше, то обязательно полностью остудите краффины после выпечки, не снимайте бумажную форму. Каждый краффин заверните в пищевую пленку и храните в холодильнике максимум 5-7 дней. Если же нужно сохранить дольше, заморозьте. В морозилке, плотно завернутые в пищевую пленку, они хранятся до 1 месяца. Перед подачей просто дайте им оттаять через холодильник или при комнатной температуре. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.